to distinguish these two forms, I tell in Russian. Я спросил про сарказм или смех, что иногда смех может быть оскорбительным, когда мы смеемся над кем-то, над чьей-то ошибкой или проступком. Это смешно. Вот. Но такой смех может быть причиной аппаратхи. Как различать между собой вот такой вот безобидный, шуточный смех, когда все нормально, всем смешно, и смех, который может иметь такой вот губительный результат. Yes, it's a delicate subject matter. We have to be very cautious. There has to be the proper mood between the devotees. Так, это действительно достаточно деликатный вопрос. Как отличить вот такой безобидный смех от губительного смеха. Но ответ состоит в умонастроении преданного. So when the gopis are criticizing Lord Krishna, and when they're being sarcastic to Lord Krishna, it's an expression of their love for Krishna. Когда гопи подшучивали над Кришной, проявляли сарказм, это было проявление их любви. They take pleasure in saying these things to Lord Krishna just to see how he's going to react in this situation. Они хотели посмотреть, как Кришна будет реагировать на это. То есть у них был такой, скажем, настроение любви. Now, in the case of Jotila and Kotila, this is Jotila, the mother of Abhimanyu, and is written here, so-called husband of Radharani. And so these characters are very interesting characters, and they're often the cause of some joking among the devotees. Дорогие преданные, вот вы сейчас активно переписываетесь и не слушаете Махараджа и не слушаете меня. А я тоже не слушаю Махараджа, потому что я на бесчисленные ваши сообщения отвлекаюсь. Вот сейчас Махарадж сказал, а я не могу перевести. Я буду вынужден повторить его то, что он сказал. Давайте, преданные, сейчас на мгновение отложим эмоции и будем слушать духовного учителя, заниматься тем, ради чего мы здесь собрались. Если между вами есть какие-то разговоры, в личном сообщении, не в общем чате, пожалуйста, и после того, как закончится лекция. Давайте не будем нарушать этикета нашего присутствия на лекции духовного учителя. Хорошо? Прошу прощения, что я эти комментарии высказываю. Я здесь на правах приглашенного переводчика, но я не могу в таких обстоятельствах исполнять свое служение. Пожалуйста, из уважения ко мне и из уважения ко всем присутствующим, давайте перестанем в общем чате бесконечные сообщения выставлять. Пожалуйста, иначе я просто уйду отсюда, дорогие преданные. Это вот мое условие, понимаете? We're hearing about the different ecstasies which are produced in this way by these different words. The laughing ecstasy is being described. It's the cause of ecstasy. And this ecstasy is due to their intense and deep love for Krishna. Итак, в этой истории про Джатилу и Кутилу, которую мы в самом конце читали, мы видим, что вот этот сарказм – это в действительности проявление экстаза. Или за этим стоит эмоция любви, не что-то другое. The gopis are... We're not told who is it who said these sarcastic words to Kotila. Kotila was the sarcasm was made by one of the gopis. One of the gopis, the gopi girls. Yeah, the cowherd girls, right? Yeah. А в этой истории с Джатилой и Кутилой одна из гопи сделала
Это саркастическое замечание. But you can see that while they said some things which were certainly very sarcastic, that they put a very nice end to it. You see, in the beginning, there's glorification, and at the end, there's also glorification. Итак, мы видим, что хотя это гопи, она проявляла сарказм, но она это очень тонко делала. А в действительности мы видим, что в ее так называемых насмешках и в начале, и в конце есть прославление. So they say the sarcasm in such a way that one could be puzzled. That are they glorifying me or are they criticizing me? И она делала это настолько искусно, что та в действительности даже и не понимала, критикует она ее или прославляет. So at the end they say that you must be beyond the attraction of the sweet blowing of Krishna's flute. I mean, that's like a glorification in the way, but it's also, you know, it could be understood that, oh, she's a very elevated lady. Посмотрите, как вот в конце она говорит, что твоя красота делает тебя неподвластной чарующим звуком флейты Кришны. То есть фактически ее слова как бы, прославляют, возвышают ее, делают очень необычной. So these gopis, they're actually the very great devotees of Lord Krishna, and they have that pure love for Krishna. And so when they're sarcastic to Kotila, it's another expression of their love for Krishna. Так мы видим, что гопи, они преисполнены любви к Кришне, и когда они проявляют сарказм по отношению к Кутиле, в действительности это является проявлением их любви к Кришне. And they know that Kotila is always very critical about Srimati Radharani, and Srimati Radharani is the leader of all the gopis. So the gopis, they want to, by speaking their sarcastic remarks to Kotila, they're expressing their deep attachment to Srimati Radharani. Гопи знают, что Кутила относится так критично по отношению к Шримати Радхарани, поскольку они считают Шримати Радхарани предводительницей всех гопи и проявляют большую любовь к ней, поэтому они проявляют этот сарказм по отношению к Кутиле, таким образом как бы отстаивая свою любовь или верность к Шримати Радхарани. Generally, however, in ordinary dealings, we follow the teachings of the Bhagavad Gita, which describes how to speak in the mode of goodness. Что касается нашей повседневной деятельности, то мы должны руководствоваться наставлениями, данными в Бхагавад-гите, которые описывают поступки, деятельность в гуне благости. And speaking in the mode of goodness means we should speak words which are truthful and words which are pleasing. То есть речь в гуне благости означает говорить слова правдивые и мягкие. And so you can see in this, the sarcastic remarks of the gopis, the words are put in such a way that it's difficult to know, is it being an insult or is it being a glorification? И если мы еще раз вернемся к этой истории, где одна гопи с неким сарказмом обратилась к Кутиле,
то мы даже и не отличим, является ли это критикой или прославлением, настолько тонко, изящно это сделано. So this is sarcasm. This is the art of being sarcastic. That you can say things which are actually, which could be understood as insulting, but which could also to be understood as a glorification. В этом является проявление науки сарказма, говорить настолько искусно и изящно, что чтобы другие даже не смогли-то и понять, это некое оскорбление, критика или прославление. Generally, among ordinary dealings with devotees, we don't want to be sarcastic. Но что касается в целом наших повседневных отношений, взаимодействий с преданными, мы не должны быть саркастичными. But we do want to glorify Krishna, and we like to speak about Krishna. Мы должны прославлять Кришну и хочется говорить о Кришне. Not only do we take pleasure in speaking about Krishna, but we also take pleasure to recount the different pastimes of Krishna's devotees, like the gopis. Итак, мы учимся говорить о играх Кришны, но также и о играх преданных Господа Кришны, таких как гопи. So here we've been hearing about different devotees and how different incidents occurred which were the cause of laughter in ecstasy. Итак, мы читали в этой главе о разных сценах, ситуациях, когда преданные испытывали расу смеха. So this is something which we want to develop, to actually laugh about Krishna's pastimes, to see the beauty, to see the humor which is taking place between Krishna and his devotees, how it's very pleasing to the devotees. Итак, мы можем развивать или поддерживать эту расу смеха, размышляя об играх Господа Кришны, видя его разговоры, взаимоотношения с другими преданными. So the sense of humor is something which we want to cultivate. If you can make people laugh, that's a very good art. And Prabhupada could also do that. He could do things which made people very amused, we enjoyed laughing with Prabhupada. Итак, искусство смеха или раса смеха – это то, что мы можем в себе культивировать, развивать. Это достаточно тонкая вещь, если вы можете что-то сказать и рассмешить других. Шрила Прабхупада был в этом отношении достаточно искусен и мог говорить что-то, что вызывало смех у других. So Krishna consciousness is not just simply dry philosophy. There's a lot of pleasure, a lot of happiness, a lot of laughter there. Я опять прослушал, что мне сказал Махарадж, преданный. Maharaj, please, could you repeat once again your phrase? Sorry. Yeah, I was saying Krishna consciousness is not just dry philosophy, but there's a lot of enjoyment, a lot of pleasure there in hearing and discussing the philosophy of Krishna. Сознание Кришны не является просто сухой философией, а в нем есть много вкуса, много рас, много эмоций, которые мы можем испытать, обсуждая или слушая ее. And we see sometimes Krishna is the object of the joke, and the devotees are laughing at Krishna, and sometimes Krishna is making joke about devotees. Иногда кто-то смеется, глядя на Кришну, это становится предметом для шуток, а иногда Кришна сам шутит над кем-то. So this is the drama of Krishna consciousness.
There's Итак, a lot of enjoyment there. таков театр сознания Кришны. Здесь очень много разных эмоций. Lord Krishna is the supreme enjoyer, and he enjoys having a good laugh. He enjoys laughing with the devotees. Кришна является верховным наслаждающимся, и он в том числе наслаждается смехом, который он разделяет со своими преданными. And sometimes the devotees are also laughing at Krishna. И иногда также преданные смеются над Кришной. Okay. Any other question? Еще какие-то вопросы, пожалуйста. Харе Кришна, хочу вопрос продиктовать. Малачандра Прабhu там в чате выложила вопрос. Харе Хорошо. Кришна, Гуру Махарадж. Дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Подскажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот такая ситуация произошла, что моя мама очень плохо говорила о преданных. Я очень стараюсь, служу ей как могу, вожу в больницы, кормлю просадом, звоню. Но она очень беспокоится, что я не работаю. Но мне нет нужды работать, так как денег хватает. Как мне дальше строить с ней отношения? Ведь Кришне она дорога. И это плохо, что из-за меня она плохо думает о преданных. Мама в невежестве, но я не знаю, как себя вести. Как-то вы сказали, что она справится и без меня, но совсем не общаться не получается. Я попросила ее не оскорблять преданных. Она добрая, но беспокоится. Почему в ее сердце Параматма не подскажет, что со мной все хорошо? Извините, такой вопрос, но дальше, чтобы практиковать, очень важно правильно строить отношения со всеми людьми. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and all devotees, please accept my obeisances. Dear Guru Maharaj, yesterday I had a talk with my mother, and she telling bad words about devotees. I'm trying very much to serve to her as I can. Sometimes I take her to the hospital, or sometimes I give a prasadam to her. Sometimes I just call in to her to ask how are you. But she's very but she's disturbed by the fact that I'm not working. I don't have a work. But I don't feel a necessity to work because I have enough money for support. So how should I build relationships with her in future? Because because Krishna loves her, and it's not so good that due to certain relationships with me, she thinks badly about devotees. I understand that my mother is in ignorance, but I don't know how to behave myself with her. One time ago, you have said that she can live and deal without me. And I ask her not to offend the devotees. Generally, she is a kind person, but she have worries. So I am thinking why Paramatma doesn't help to her, and why Paramatma will not tell to her that with your daughter is everything okay, don't worry. I'm sorry for such a question, but I need to understand how to build my relationships properly with my mother, because it's important for practice. Hare Krishna. Yes, this is a very difficult question, very challenging situation. Working with parents is something very difficult. Just look at Prahlad Maharaj, for example.
Это достаточно сама по себе сложная ситуация. Правильно выстраивать отношения с родственниками, вот как на примере Прохлада Махараджа мы знаем. You know, even if you're the pure devotee, if your parents are against Krishna consciousness, it's very difficult to convince them to appreciate Krishna consciousness. Даже если вы являетесь чистым преданным Господа, как Прохлада Махарадж, но ваши родители настроены враждебно по отношению к Господу, то это очень сложно каким-то образом их переубедить или настроить иначе. One point which comes to mind is that maybe you could bring it up to your mother, is that if you had a job, you wouldn't have any time to ever come and see your mother. But because you're not working, it allows you to have more time to interact with your mother. Возможно, одним из аргументов может быть следующий по поводу работы, что вот ваша мать беспокоится, что вы не работаете, а вы ей скажите, что мам, если я буду работать, то у меня будет меньше возможности навещать тебя, беседовать с тобой, встречаться с тобой, поэтому это очень хорошо, что я не работаю, я могу больше тебе времени уделять. You can explain to your mother how working in jobs is very challenging and very difficult, very hard to find a suitable job which is actually satisfying to you and which doesn't demand too much of you. And of course, as you say, you already have no money problems. You have enough money to maintain yourself, so you don't need to work. Так вы можете объяснить своей матери, что найти подходящую работу, которая была бы близка по природе и удовлетворяла, очень сложно. Это такая непростая сейчас задача, при том, что у вас так уже есть средства, необходимые для жизни, поэтому можно объяснить это, попробовать. Is your mother working? If she's not working, you could say like that, you don't work, why should I work? Ну, например, если ваша мать сама уже не работает, то можно сказать, ну смотри, ты сама не работаешь, а я хочу, чтобы работала. And if she is working, then you can ask her, how long do you think she's going to be able to go on working? Или, напротив, если ваша мать работает все-таки, тогда можно спросить, мам, ну сколько ты еще собираешься вообще работать? The body is temporary. We have to give up the body sometime. We spend all our days just simply working for the sake of the body, to maintain the body. And at the end of life, the body is finished. So it's all wasted. А если она работает, то можно сказать следующее, что наше тело временно в какой-то момент нам придется расстаться с этим телом. Что же нам теперь работать до самых последних дней, пока мы не расстанемся с нашим телом? You have to be satisfied yourself that you're doing what you believe, and you're happy. You're satisfied with your lifestyle. Why should you do anything to change? Just because your mother thinks you should work, and you know, that's no good. I don't think that's a good reason to work. Just because your mother wants you to work. It's very difficult to ever satisfy your parents, you know. Это довольно сложно угодить порой нашим родственникам. Вы делаете то или следуете тому пути, в который верите, в который избрали. И вы делаете то, что вас удовлетворяет. Не в этом ли есть формула жизни? Какой смысл сказать, идти на работу просто, если просто об этом беспокоится кто-то другой? So sometimes you just have to keep a distance from people like that. When your parents are, especially if they become offensive and speak nasty things about devotees, it's not good for them. So sometimes you just have to keep away from them.
Иногда следует держаться на расстоянии от некоторых людей, у которых оскорбительное настроение, которые говорят какие-то плохие слова. О преданных это порой самое лучшее. But I think it's nice you tell her that, I'm not working, so I can have time to come and see you now and again. And if you ever get ill, I'm ready to come and take care of you. Можно сказать, что мама благодаря тому, что я не работаю, у меня больше времени, и я могу чаще с тобой встречаться, больше о тебе заботиться. But this is a very common problem among devotees. I mean, it's very difficult to satisfy parents. Doesn't matter what you do. Это достаточно распространенная типичная ситуация среди преданных, когда родители чем-то недовольны, и неважно, что именно вы там делаете не так, поводы для недовольства всегда найдутся. Very difficult to please people. Иногда очень сложно угодить людям. It's not just being because you're a devotee, but anything you do. The person you marry, they say, well, why you married him, why you married her, or why you got married like that. They'll always find something to complain about. Дело даже не в том, что вот мы стали преданными. Цепляться можно к разным вещам. Почему ты вышла замуж вот за этого мужчину, почему именно за него, да к чему угодно. It's just something about being a parent. That's what parents do, and you just have to smile at them and laugh about it. Yes, thank you. Be tolerant. Так надо быть терпеливым в отношениях с родственниками. Иногда может помочь просто такая вот улыбка и такой вот мягкий уход от этой темы. But don't worry, you're not the only one. You're not unique. Practically everywhere you see, there's always some problem between mother and daughter, or mother and mother-in-law. The wife and the mother-in-law, they all have problems, and there's always problems. Не переживайте сильно о своей ситуации, вы не одна такая, у многих это случается, у кого-то там, между дочерью и матерью возникает трудность, у кого-то между там, свекровью и невесткой, ну и так далее. Часто такое случается. You just try to please Krishna and Prabhupada, and then your life is successful. Постарайтесь просто удовлетворить Кришну и Прабхупаду, и тогда ваша жизнь увенчается успехом. But if you just simply think about pleasing your mother, I don't know what your destination is. Но если мы будем просто постоянно думать о том, как угодить, удовлетворить там, нашу мать, то навряд ли мы сможем достичь такой цели. Okay. Еще вопросы? Вот кто-то, я вижу, поднял руку. Если кто-то... Матаджи, вот вы подняли руку, прошу прощения, мне не видно ваше имя. Можете говорить, если готовы. Она англичанка, Малачандра Прабу. На английском с ней поговорите. А имя, как ее зовут, я картинку вижу, а имени не вижу. Как ее зовут? Имя? Почему? Йогита. Йогита Матаджи. Mataji Yogita, you may directly communicate with Maharaj. I see your raising hand. Please, you're welcome. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Gurudev, I want to ask regarding the words of Kotila to the Lord, can we look at it and these two ways? Number one is that Lord Krishna is allowing her to be in this way,
that is why all this is happening, because it does give him pleasure. And the second reason, it increases the love of Srimati Radharani for Lord Krishna. Can we look at it in these two ways? К сожалению, я не все смог расслышать, потому что она не всегда говорит прямо в микрофон, но она задает вопрос в отношении вот этой последней истории, которая была приведена в главе, когда одна из гопи затеяла разговор с Кутилой, и насколько я говорил, она спрашивает, она приводит о двух причинах ее сарказма. Один причин, что гопи таким образом хотела заступиться за Шримати Радхарани, которая считает предводительницей своей, потому что Кутила относится критично к Радхарани. И она спрашивает, правильно ли я понимаю, что одна из причин это то, что она хотела ее защитить, поэтому она с таким сарказмом обратилась, а второй, я не уловил, что она даже привела в качестве причины. Yes, everything is done for the pleasure of the divine couple. Да, все происходящее здесь причиной своей имеет удовлетворить божественную читу. We see sometimes Krishna telling Radharani he's going to, that he's not suitable to be her husband and that she should go and marry somebody else. And we see how Radharani responds, how she faints, but Krishna said, this is the greatest pleasure in family life, the joking words between husband and wife. Иногда Кришна обращается к Шримати Радхарани и говорит, что я не достоин того, чтобы быть мужем, тебе лучше иметь кого-то другого своим мужем. Иногда Кришна проявляет такую иронию, такой юмор, что типично для супружеской расы. Yeah. Krishna. Thank you, Gurudev. Есть какие-то еще вопросы? Any other question? Есть ли еще какие-то вопросы? There are no questions, then we can just finish here today. А так, если больше нет вопросов, тогда мы здесь закончим. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you very much for your translation. So today is Advaita Acharya's appearance day, right? Сегодня день явления Адвайтачари. So today is a half-day fast until midday. Так, сегодня по календарю пост до полудня. So I assume somebody will be speaking on the glories of Advaita Acharya in the temple today. Возможно, сегодня в храме будет прославление Адвайтачари на программах. We offer our obeisances to Advaita Acharya, who was responsible for calling Lord Chaitanya Mahaprabhu into this world. Выразим свое уважение Адвайтачари, кто был тем, кто призвал Господа Чайтанью прийти в этот материальный мир. Of course, he is also principal member of the Panchatattva. He is the Acharya who teaches by his example. Итак, он является одним из членов Панчататтвы, и он тот, кто учит своим примером Ачарья. So we always observe a nice festival on this particular day in honor of Advaita Acharya. We want to get his blessings in our Krishna consciousness. Так мы празднуем в этот день его явление для того, чтобы получить благо в сознании Кришны. It is said that
Mother Sachi committed an offense against Advaita Acharya. And Lord Chaitanya said, everyone will get love of God except Mother Sachi. Однажды мать Шачи, мама Господа Чайтаньи, совершила оскорбление в отношении Адвайта Ачарьи. Господь Чайтанья сказал, что все смогут получить любовь к Богу, кроме моей матери Шачи. So devotees were surprised that everyone's getting love of God except Mother Sachi. What's Mother Sachi done? The devotees didn't know anything what had happened. Why is Mother Sachi not going to get love of God? Все преданные были сильно удивлены, когда услышали, что все придут любовь к Богу, кроме матери Шачи, потому что они не знали, что, собственно говоря, произошло. So it was explained that Mother Sachi had been critical of Advaita Acharya because her older son, Vishwarup, had gone away from home to take sannyas. And Mother Sachi felt that it was Advaita Acharya's fault. Случилось следующее, что старший ее сын Вишварупа ушел из дома и принял саньясу. И, как она считала, это было причиной этому был сам Адвайта Ачарья, по его вине это случилось. So you see, again, problems in the family. The parents, the mother didn't like her oldest son going off and taking sannyas. She wanted her son to stay at home. Так мы видим опять ту же самую историю, проблемы между родственниками, когда мать, она воспротивилась тому, что ее старший сын решил уйти из дома, принять саньясу. Она хотела бы, чтобы он оставался в доме. Even though he had no job, he had nothing, but she didn't want him to go and be a sannyasi. She wanted to keep him at home. And when he left home, she thought this is because of Advaita Acharya's preaching to him, that he's influenced the mind of my son, that the material world is not a place for any kind of gentleman. Так, там не было речи о том, что не было разговоров о какой-то работе, о чем-то таком. Был разговор о том, что вот мой сын уходит из дома, принимает саньясу. Это очень сильно ее встревожило, обеспокоило. So after he left home, then Mother Sachi and her husband Jagannath Mishra, they thought Nimai may do the same thing. So they thought, we won't send Nimai for education anymore. We'll just keep him at home. He shouldn't go to school. So they kept Nimai at home. Когда мать Шачи, Деви и Джаганатха Мишра увидели, что их старший сын оставил дом, принял саньясу, они подумали, что мы должны защитить нашего младшего сына Нимая. И они сказали, что отныне ты перестанешь ходить в школу, получать образование, будешь сидеть дома. То есть они решили буквально запереть его дома, чтобы он не последовал примеру своего старшего брата. But when Nimai was at home, he did a lot of tricks and gave a lot of mischief and disturbed many other children and disturbed the neighbors. There were many complaints. Но когда Нимай находился заперти дома, то он устраивал всякие разные фокусы, он беспокоил в результате соседей, каких-то еще людей, то есть там возникло очень много хлопот. And one day even Nimai was found, Mother Sachi found him sitting on the garbage eating food from the clay pots there. And Mother Sachi said, what are you doing? He said, well, what's wrong? He said, I'm just here. This is food. You give me food to eat. You give me this is also. There's no difference. It's all one. He said, anyway, you don't let me go to school. How do I know what I'm supposed to do, what I'm not to do? Однажды приключилось даже такое, что маленький Нимай забрался на кучу мусора, там были разбитые горшки, и он ел там остатки какой-то пищи.
из этих горшков. И когда мать увидела эту сцену, она кинулась к нему, понимая, что ты делаешь вообще. Вот. И он стал говорить, что ну, это же просто куча мусора. Внимая, стал говорить, что все есть одно, все едино, начал вот эту вот философию излагать и говорит, что ну, если я не буду учиться в школе, как я смогу отличать хорошее от плохого, мусор от пищи. So then the neighbors also came and they told Sachimata and Jagannath Mishra, look, you can't keep your son at home. You have to let him go to school. If he's going to leave home, he'll leave home anyway. So you can't change destiny. Let whatever's going to happen, happen. И в какой-то момент соседи пришли и сказали Шачимати, Джаганнатхи Мишре, что вы должны своего сына все же отправлять учиться в школу, потому что если вы будете держать его искусственно дома, то это не остановит его от его предназначения, поэтому пусть он учится. So in this way, Lord Chaitanya went back to school. But anyway, they wanted Mother Sachi to get relief from her offenses. So they said, we have to bring Advaita Acharya, and he has to give the dust from his feet to Mother Sachi. И эти соседи, уговорив ее отправить Нимая в школу, стали думать о том, как освободить ее от последствий этого оскорбления, которое она совершила в отношении Адвайтачарьи. И они решили привести Адвайтачарью в этот дом, чтобы она смогла получить пыль со стоп Адвайтачарьи и искупить свое оскорбление. So then it happened that they brought Advaita Acharya. Advaita Acharya, he didn't want to give the dust from his feet. He said, no, Mother Sachi, she's the divine mother. How can I ever let her touch my feet? Но Адвайтачарья, когда услышал, он сказал, что я не буду давать пыль со своих стоп, потому что кто я такой? Она мать Шачи, она мать самого Верховного Господа. So but they insisted, Advaita Acharya, you have to come, you have to come. And so he was coming, but he was feeling so much ecstasy. At one point he collapsed, and he collapsed on the ground. So at that time, then they brought Mother Sachi. She rushed forward and took the dust from the feet. Так они продолжали настаивать на том, чтобы Адвайтачарья пришел в дом, встретился с матерью Шачи Деви. И когда этот момент возник, Адвайтачарья вступил на порог дома, то мать Шачи кинулась к нему, чтобы коснуться его стоп. So Lord Chaitanya used this pastime to instruct all the devotees how they must be very careful not to ever commit offenses against anyone. Итак, Господь Чайтанья в этой истории показал, что следует быть очень внимательным и ни в коем случае никого не оскорблять. And he's showing even Mother Sachi, even his own mother, if she's offensive, she cannot get love of God. Господь Чайтанья показал, что даже если его собственная мать пойдет на этот поступок и совершит оскорбление, она не сможет получить любви Бога. So we have to always deal very nicely with the devotees and appreciate devotees. Поэтому мы должны быть очень обходительными с преданными и всегда ценить преданных. Okay, so we wish everyone have a nice festival today in honor of Sri Advaita Acharya, and we pray that Advaita Acharya will be merciful to all of you. Так я хочу пожелать вам праздновать сегодняшний день явления Господа Адвайта Ачарьи, чтобы он был милостив ко всем вам. So thank you very much, Prabhu, for translation. Hare Krishna, thank you, Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Lord Bhaktivinoda ki. Jai. Hare Krishna. Бхакти Викна, наш Джай, Харе Кришна. Джай. Спасибо большое, Малачандра Прабhu.